Привет! Хань Ли переходит к радикальным мерам, готовя почву для великого побега из города Зеленого Козла. Чтобы пережить поглощение ядра уровня Б в Звездном пруду, он рискнул всем и освоил искусство Титана, обретя невероятную прочность плоти и редкую способность к левитации. Но триумф омрачило жуткое известие. Лорд города намерен принести героя в жертву ради поглощения его истинной родословной. Путем жестокого допроса Хань Ли выведал секрет черного камня скорби, единственного ключа к усмирению смертоносного паразита в своем сердце. План побега обрел четкие контуры, но внезапное появление Даоса Се и атака таинственной тени в самый ответственный момент смешали все фигуры на доске, превращая расчетливую операцию в непредсказуемую битву за выживание. А теперь слушаем дальше. Глава 881. Не пора ли? Рука, прикрепленная к кисти, испускала лучи белого света и неслась по воздуху с такой огромной силой, что казалось, будто она вот-вот разорвет само пространство. После удара в грудь скорость отступления Хань Ли увеличилась в несколько раз, и он силой врезался в каменную дверь позади себя. Раздался громкий удар, и каменная дверь разлетелась на куски, а осколки разлетелись во все стороны. Хань Ли рухнул на землю, образовав огромный кратер. Учитывая, насколько сильным стало его тело, он не получил серьезных травм от удара и уже собирался подняться на ноги, но в этот момент в воздухе появились две черные цепи, которые крепко обхватили его руки и ноги. Цепи оказались чрезвычайно прочными, и Хань Ли мгновенно оказался полностью обездвижен. Не успело напомниться, как перед ним в мгновение ока возникла фигура и схватила его за горло. Рука принадлежала никому иному, как Чэнь Яну, и он холодно усмехнулся: «Не утруждай себя попытками вырваться, тебе не уйти». В этот момент рядом с кратером появились две фигуры в черных одеждах, каждая из которых держала по одному концу черных цепей. Увидев это, Хань Ли нахмурился, но не стал сопротивляться. Гладиаторы из 9-й зоны были очень встревожены таким поворотом событий, но, когда они поняли, что это Чэнь Ян, никто из них не осмелился ничего сказать. «Откуда ты узнал, что я задумал?» — спросил Хань Ли. «Учитывая твой характер, ты ни за что не смирился бы со своей участью. Забавно, что Хуби и остальные совершенно спокойно отнеслись к этому, так что я единственный, кто поймал тебя с поличным». Усмехнулся Чэнь Ян. Хань Ли ничего не ответил. Одна из фигур в черной мантии надела на Хань Ли кандалы, а Чэнь Ян обратился к собравшейся толпе. «Этот человек нарушил правила арены, поэтому мы отведем его в поместье городского лорда для наказания. Не стоит беспокоиться, это не имеет к вам никакого отношения». Судя по реакции окружающих, никто не почувствовал себя спокойнее. «Уберите его отсюда», — приказал Чэнь Ян перед уходом. Дао Се молча шел позади Чэнь Яна, даже не взглянув на Хань Ли, к большому его разочарованию. Вскоре группа покинула 9-й район, и после их ухода весь 9-й район охватило волнение, все обсуждали возможные причины поимки Хань Ли. Среди толпы молча стоял Чэнь Линь. Он ненадолго задержался в вестибюле, прежде чем вернуться в свой номер. Чэнь Яну и остальным не потребовалось много времени, чтобы покинуть арену и войти в город. Поместье городского лорда располагалось на самой высокой точке города Зеленого Козла, поэтому группа Чэнь Яна привлекла к себе много внимания, когда Хань Ли вели по городу. Хань Ли шел, опустив голову, и быстро обдумывал возможные варианты. Чэнь Ян, казалось, прочитал мысли Хань Ли и предупредил: «Я знаю, что ты способен на атаки божественным чувством, но теперь, когда мы уже в городе, тебе не сбежать, так что даже не пытайся. Иначе ты только усугубишь свое наказание». Услышав это, Хань Ли слегка прищурился, и его сердце упало еще ниже. Группа быстро добралась до поместья городского лорда. Оно было довольно большим, но не слишком роскошным на вид. Чэнь Ян вошел вместе с Хань Ли, не объявляя о своем прибытии, и шел в авангарде группы с задумчивым выражением лица. Дао Се шел позади него, а Хань Ли и двое стражников в черных одеждах замыкали шествие. Они подошли к пещере, в которой жил городской правитель. «Господин Ду, это я, Чэнь Ян», — заявил Чэнь Ян, подходя к плотно закрытой каменной двери. Из пещерного жилища не последовало никакого ответа. При виде этого Чэнь Ян слегка нахмурился и уже собирался снова объявить о своем прибытии, когда каменная дверь медленно открылась с тяжелым скрежетом. «Войдите». Изнутри донесся голос, в котором, казалось, звучали нотки неудержимой ярости. Хань Ли поманили к себе двое человек в черных одеждах, которые подвели к нему Хань Ли, а затем ушли. В его глазах мелькнуло что-то вроде сочувствия, когда он взглянул на Хань Ли,
а затем положил руку ему на плечо и толкнул его в сторону пещерного жилища. Когда они вошли в пещерное жилище, то увидели, что в главном зале, помимо Ду Циньяна, находится еще 3 человека. Эти трое были 3 из 4 капитанов, которых Ду Циньян вызвал на ту встречу. Из 4 капитанов отсутствовал только Хуби. «Зачем ты привел его сюда сейчас?» — спросил Ду Циньян с недовольным выражением лица. «Я только что вернулся с охоты, когда поймал этого человека, пытавшегося сбежать с арены. Я задержал его и привел к вам, господин Ду», — ответил Чэнь Ян, сложив кулак в приветственном жесте. Услышав это, Ду Циньян помрачнел еще больше, а в глазах 3 капитанов мелькнул страх. Похоже, в последнее время охрана на арене была немного ослаблена. Я предлагаю выделить больше сотрудников для усиления охраны, чтобы подобное не повторилось. В конце концов, нет никакой гарантии, что в следующий раз нам также повезет. Продолжил Чэнь Ян. Рядом с Ду Циньяном стоял молодой человек с квадратным лицом, который бросил на Чэнь Яна обиженный взгляд. Он отвечал за безопасность на арене, поэтому его собирались привлечь к ответственности за случившееся. «Ты отлично справился», — похвалил Ду Циньян, но выражение его лица оставалось таким же непроницаемым, как и всегда. Похоже, он не собирался никого обвинять, и молодой человек с квадратным лицом вздохнул с облегчением. «Я всего лишь выполнял свою работу, господин Ду. Если у вас нет для меня дальнейших указаний, то я, пожалуй, пойду», — сказал Чэнь Ян, почтительно поклонившись. Ду Циньян нерешительно взглянул на Чэнь Яна, а затем вздохнул: «Не уходи пока. Мне как раз нужно кое-что с тобой обсудить». «Пожалуйста, продолжайте, господин Ду», — тут же ответил Чэнь Ян. Ду Циньян жестом пригласил его подойти ближе, поэтому Чэнь Ян оставил Хань Ли под присмотром Дао Сосе и направился к Ду Циньяну. Сегодня утром Хуби был найден мертвым в своей комнате. Тихо сказал Ду Циньян. Услышав это, Чэнь Ян удивленно воскликнул: «Как он умер?» Никто не знает. У него не было внешних повреждений, и в его комнате не было никаких следов борьбы. Единственное, что заслуживает внимания, это остатки крови в обоих его ушных отверстиях. Ответил Ду Циньян. Может быть, его тогда отравили. Вряд ли. Учитывая его физическое состояние, какой яд мог его убить, размышлял Чэнь Ян, нахмурив брови. На данный момент нет никаких зацепок. Проблема в том, что теперь, когда он мертв, задача, которую я ему поручил, оказалась в подвешенном состоянии, поэтому я хочу, чтобы ты вместо него управлял кровавым массивом Синха. «Что скажешь?» — спросил Ду Циньян. Чэнь Ян был в восторге от этих слов и поспешно сложил кулак в приветственном жесте, ответив: «Спасибо, господин Ду. Вы можете на меня положиться. Прежде чем начать ритуал, мне нужно на некоторое время уединиться, поэтому я поручаю вам завершить настройку массива. Я разберусь в смерти Хуби, но не позволяйте этому отвлекать вас от текущей задачи. Прежде всего позаботьтесь о том, чтобы ритуал и массив Синха были в приоритете», — сказал Ду Циньян, и Чэнь Ян с 3 капитанами тут же хором подтвердили, что поняли его. После этого Чэнь Ян ушел вместе с Даосом Се и Хань Ли, но вместо того, чтобы вернуться на арену, Хань Ли был отправлен в подземную тюрьму. Месяц пролетел как один день. В этот самый момент дверь камеры Хань Ли внезапно открылась, и в нее вошли 2. Посетителями оказались никто иные, как Чэнь Ян и Даос Се. Первый сказал: «Давно не виделись, брат Даосли. Как твои дела?» Хань Ли сидел в углу камеры, подняв голову, спросил: «Уже пора?» Услышав это, Чэнь Ян слегка растерялся, а затем улыбнулся и ответил: «Полагаю, что так». Хань Ли молча поднялся на ноги, отряхнулся и вышел из камеры. Стражники в доспехах снаружи тут же окружили его, но Чэнь Ян отмахнулся от них, и Хань Ли направился дальше по коридору. Чэнь Ян шел рядом с ним, а Даос Се и остальные следовали за ними. «Есть ли у вас какие-нибудь последние желания, брат Даосли? Возможно, я смогу помочь вам их исполнить», — съязвил Чэнь Ян с едва заметной улыбкой. «Я хочу, чтобы вы пощадили меня и вывели из города Зеленого Козла». «Возможно ли это?» — равнодушно спросил Хань Ли. «Очевидно, что я не могу исполнить это желание, но если ты научишь меня своему искусству совершенствования, то я позабочусь о том, чтобы тебя хотя бы достойно похоронили, а не скормили чешуйчатым тварям», — ответил Чэнь Ян с улыбкой. Хань Ли ничего не ответил. Группа пошла по коридору вниз, и вскоре они оказались в большом подземном помещении. Это было пространство в форме купола, похожее на естественную подземную пещеру. Еще до того, как Хань Ли вошел внутрь, его поразил горячий и приторно-сладкий аромат, от которого он невольно сморщил нос.
Войдя внутрь, Хань Ли заметил странную каменную платформу, построенную в форме пентаграммы. Каменная платформа была несколько сотен футов в длину и около 3 футов в высоту. В ее центре были 2 выемки глубиной около фута, а к каждому из 5 углов пентаграммы была прикреплена круглая платформа высотой около 6 футов, в выемку на каждой из которых было вставлено ядро зверя размером с кулак. Все 5 звериных ядер были ядрами зверей уровня B исключительного качества. В этот момент Ду Циньян и 3 капитана стояли рядом с каменной платформой, по-видимому, ожидая их прибытия. Глава 882. Что ты сделал? Он здесь, господин Ду, заявил Чэнь Ян, почтительно поклонившись. По этому случаю Ду Циньян надел новое красное одеяние и властно кивнул Чэнь Яну. Из 3 капитанов вперед вышел лысый мужчина и толкнул Хань Ли на каменную платформу, заставив его встать в углубление в центре платформы. Как только Хань Ли ступил в углубление, он сразу почувствовал под ногами что-то липкое. Он опустил взгляд и увидел внутри углубления какое-то липкое черное вещество, похожее на черную кровяную плазму, которая скапливалась там в течение долгого времени. Несмотря на то, что вещество было липким, оно источило лишь слабый запах. «Введите массив», — серьезно приказал Ду Циньян. Чэнь Ян и капитаны мгновенно заняли свое место, а сам Ду Циньян поднялся на каменную платформу и сел, скрестив ноги, в другом углублении напротив Хань Ли. Выражение лица Хань Ли не изменилось, но он понимал, что попал в очень неприятную ситуацию. «Начинайте», — приказал Ду Циньян. Чэнь Ян и остальные тоже сели, скрестив ноги, и, направив звездную силу в свое тело, прижали руки к ядру зверя уровня B, лежавшему перед ними. Раздался слабый гул, вся каменная платформа слегка завибрировала, и все ядра зверей одновременно вспыхнули, высвобождая мощные энергетические колебания. В то же время из ядер зверей вырывались потоки звездной силы, которые устремлялись в углубление на каменной платформе, где находился Хань Ли. После этого выброса звездной силы вязкая субстанция под Хань Ли внезапно начала пузыриться и бурлить, а затем медленно поднялась вверх по его телу и окутала всю нижнюю часть его тела до пояса. Хань Ли приглушенно застонал, почувствовав, как по его телу пробежала волна жара, словно в его венах загорелась кровь, и он ощутил, как в нем начинает пробуждаться истинная духовная родословная. Его сердце забилось быстрее, во рту пересохло, как в пустыне. Он хотел бороться и сопротивляться, но его тело стало невероятно тяжелым, как будто в него влили свинец. По его телу начали бесконтрольно распространяться туманные проекции истинного духа. Увидев это, Ду Циньян просиял от восторга и жадности. «Я не думал, что в твоем теле будет так много истинных духовных родословных. Похоже, я не зря так долго ждал». Взволнованно усмехнулся Ду Циньян. Хань Ли нахмурил брови и ничего не ответил. В этот момент выражение его лица слегка изменилось, и он почувствовал пустоту в собственном теле. Он поспешно опустил взгляд и увидел на каменной платформе алую полосу, которая соединяла его с Ду Циньяном. В этот момент его кровь текла в другую сторону по желобу, как будто ее капля за каплей высасывали из его тела. Когда кровь потекла к Ду Циньяну, она начала подниматься вокруг него, образуя сферический барьер из алого света, который окутал все его тело. С его губ сорвался низкий рык, он крепко сжал кулаки, а его глаза постепенно налились кровью. Все это время чувство пустоты и истощения в теле Хань Ли становилось все сильнее, и он чувствовал, как его истинная духовная кровь постепенно покидает его тело. Если так будет продолжаться, он не только лишится своих истинных духовных корней, но и поплатится жизнью. С этой мыслью в его глазах появился решительный блеск, и его небесная бутылка сама собой перевернулась в животе, вылив алую жидкость в его тело. В мгновение эко кожа Хань Ли стала ярко-красной, как панцирь краба, сваренного на пару, из его тела начали подниматься клубы розового тумана. Ду Циньян все еще пребывал в блаженном ощущении от поглощения истинной духовной крови Хань Ли и не обратил внимания на изменение цвета кожи Хань Ли, списав это на обычную реакцию жертвы этого массива. Вскоре кожа Хань Ли начала трескаться, как пересохшая земля, но из трещин не вытекала кровь. В этот момент все остальные линии истинной духовной крови в его теле находились в относительно стабильном состоянии, но кровь Сюань-Ву бурлила в его жилах. Такое уже случалось с ним в прошлом, поэтому он мог терпеть это ощущение, но даже так поток крови не прекращался. Напротив, из-за волнения в его родословной Сюань-Ву кровь еще быстрее вытекала из его тела и попадала в желоб. Однако, когда эта кровь начала поступать в тело Ду Циньяна, его глаза резко расширились, а на лице появилось ошеломленное выражение. В то же время сферический барьер из алого света вокруг него начал бурлить и кипеть, как котел с кипящей водой. Ду Циньян приглушенно застонал, и его кровь забурлила в жилах гораздо сильнее, чем кровь Хань Ли в его теле. Несмотря на свое невероятно крепкое телосложение, он чувствовал, что его тело вот-вот разорвет на части.
Он издал громкий рев, сложив ладони перед грудью, и все его суставы хрустнули и щелкнули, а на теле загорелись более 200 глубоких акупунктурных точек, и кожу окутал туманный белый свет. Окутанный этим слоем белого света, он, казалось, на время усмирил свою бурлящую кровь. Не подозревая о том, что только что сделал Хань Ли, Ду Циньян просто думал, что истинные духовные родословные должны быть такими жестокими. Время шло, и отток крови из тела Хань Ли становился все сильнее. Его лицо постепенно бледнело, а в глазах появилось ошеломленное выражение. Ду Циньян крепко стиснул зубы, и на его лице появилась дикая ухмылка при виде состояния Хань Ли. Подумать только, что простой человек может обуздать столько истинных духовных родословных и заставить их сосуществовать в гармонии. Какой поистине выдающийся подвиг. Я думал, что, заставив тебя сражаться на арене, я укрощу дикую природу твоих истинных духовных родословных, но они по-прежнему невероятно жестоки. Процедил Ду Циньян сквозь стиснутые зубы. В этот момент Хань Ли почувствовал себя так, словно из него высосали все силы, и он был слишком слаб, чтобы ответить. Он мог лишь рефлекторно использовать свои искусства происхождения Великого Небесного Цикла и искусство вознесения крылатой формы, чтобы попытаться остановить поток звездной силы, вытекающий из его тела вместе с кровью, но эти попытки были по большей части тщетными. В этот самый момент над телом Ду Циньяна появилась проекция гигантской горной обезьяны, которая начала бить себя в грудь, демонстрируя свое превосходство. В то же время появилась проекция лазурной птицы Луань, которая изо всех сил пыталась улететь. С другой стороны появилась проекция птицы Молнии, которая тоже начала яростно сопротивляться. Все проекции истинного духа, которые ранее появлялись вокруг Хань Ли, теперь возникли за пределами тела Ду Циньяна, но все они находились в крайне нестабильном и агрессивном состоянии. Глаза Ду Циньяна резко расширились, когда невероятно мощные разрывающие силы начали охватывать все его тело, заставив его невольно вскрикнуть. В то же время на его коже начали появляться трещины, но все они были ярко-красными и представляли собой бесчисленные крошечные порезы, разорвавшие его кожу. Из этих ранений начала сочиться кровь, мгновенно окрасив его мантию. Увидев это, Чэнь Ян и капитаны на мгновение растерялись, не зная, что делать, но затем Чэнь Ян внезапно закричал: «Не сидите сложа руки, используйте массив, чтобы помочь правителю Ду поглотить родословную истинного духа». Услышав это, все тут же принялись за дело, изо всех сил вливая свою звездную силу в ядра зверей, лежащие перед ними. Однако в этот самый момент на лице Чэнь Яна внезапно появилась зловещая ухмылка, и он замахнулся кулаком, чтобы ударить по ядру зверя перед собой. Ядро зверя мгновенно взорвалось, разбросав во все стороны белую звездную энергию, а Чэнь Ян отступил. Этот поворот событий произошел так внезапно, что никто не успел среагировать, и в следующее мгновение весь кровавый массив Синха пришел в состояние дисбаланса, вызвав невероятно мощную разрушительную силу. Эта разрушительная сила пригвоздила всех, кто находился внутри массива, к месту, лишив их возможности сбежать. «Что ты сделал, Чэнь Ян?» — в ярости взревел Ду Циньян. «Все, что я сделал, это слегка изменил твой массив крови Синха, правитель города Ду. Что касается последствий этих изменений, тебе придется убедиться в них самому», — ответил Чэнь Ян с улыбкой. Как только его голос затих, алый световой барьер вокруг Ду Циньяна резко расширился, образовав алый вихрь, который мгновенно охватил весь кровавый массив Синха и всех, кто находился внутри него. Капитаны поняли, что все пошло не по плану, и хотели покинуть строй, но было уже слишком поздно. Их руки были крепко прижаты к ядрам зверей, лежавшим перед ними, и их конечности стали ярко-красными. В то же время их глубинные акупунктурные точки неконтролируемо загорались одна за другой, а кровь и звездная сила непроизвольно высасывались из их тел и попадали в багровый вихрь. Благодаря своей превосходной базе для совершенствования Ду Циньян все еще мог держаться на плаву, но капитаны были в поистине плачевном состоянии. В этот момент глаза Ду Циньяна налились кровью, из уголков глаз потекли слезы, и он уставился на Чэнь Яна взглядом, полным смертоносной ярости. Глава 883. Быстрое поглощение. «Должно быть, уже пора», — пробормотал Чэнь Ян себе под нос, осматривая массив. И действительно, как только его голос затих, багровый вихрь, охвативший всю конструкцию, резко прекратил вращение, а затем начал двигаться в противоположном направлении. Кровь, хлынувшая в тело Ду Циньяна, мгновенно начала возвращаться к Хань Ли через углубление между ними, а вязкая черная субстанция под ним тут же начала пузыриться и бурлить. Хань Ли почувствовал, будто его тело вот-вот загорится. Его кожа мгновенно покраснела, а трещины на ней начали светиться красным. Кровь, которая сначала покрывала только нижнюю часть его тела, поднялась выше, покрыла грудь, затем шею и в конце концов окутала все его тело, образовав огромный багровый кокон. Кровь, хлынувшая в его тело, также содержала звездную силу Ду Циньяна и капитанов. Это был огромный приток звездной силы, с которым тело Хань Ли не могло справиться без помощи бессмертной духовной силы.
из алого кокона непрерывно доносился приглушенный рев, и Хань Ли чувствовал, как по его телу, словно неукротимые быки, прокатываются волны энергии, от которых его конечности, меридианы и даже голова словно распухали до такой степени, что вот-вот взорвутся. Это ощущение было не менее мучительным, чем то, что он испытал в пруду с очищающей костью молнией. В тот момент все, что он мог сделать, это изо всех сил защищать свое сознание, чтобы оставаться в здравом уме и бодрствовать. Время шло медленно, и все, кто находился внутри массива, продолжали упорно трудиться, стиснув зубы. Даже сейчас Ду Циньян не был готов сдаться. Он ждал, когда приток звездной силы станет слишком большим для Хань Ли и его тело взорвется, после чего он наконец сможет завладеть истинной духовно-родословной Хань Ли. Как только это произойдет, он лично позаботится о том, чтобы Чэнь Ян умер еще более ужасной смертью, чем Ли Фэюй. К этому моменту Чэнь Ян и Дао Ссе уже отошли к краю пещеры. Чэнь Ян сильно потел и напряженно смотрел на происходящее. Он также ждал, когда Хань Ли взорвет себя, ведь сила взрыва, несомненно, убила бы капитанов отряда на месте. Что касается Ду Циньяна, возможно, он и не погибнет при взрыве, но точно получит серьезные травмы, которые сделают его беззащитным перед Чэнь Яном. Однако и Хань Ли, и Ду Циньян проявляли гораздо больше упорства, чем он ожидал, и это его очень беспокоило. Он полностью доверился этому плану и даже не осмеливался думать о последствиях неудачи. Дао Ссе, напротив, смотрел на происходящее совершенно спокойным и безмятежным выражением лица, как будто все это его не касалось. По мере того, как багровый кокон продолжал расширяться, расширялось и тело Хань Ли. В этот момент он был похож на раздувшийся гуманоидный шар, который мог лопнуть в любой момент. Однако в этот самый момент вокруг него снова появились проекции истинных духов, но вместо того, чтобы попытаться покинуть массив, они одна за другой слились с его телом. В то же время кровь в телах капитанов, стоявших в строе, начала стремительно приливать к Хань Ли, и не прошло и нескольких мгновений, как их тела значительно уменьшились в размерах и иссохли. Увидев это, Ду Циньян окончательно потерял надежду. Если бы он подождал еще немного, то роли агрессора и жертвы поменялись бы. Помня об этом, он издал оглушительный рев, и на его теле появилось еще несколько десятков глубоких акупунктурных точек, в основном на животе и руках. Он поднял кулак, и звездная сила быстро сконцентрировалась в его руке, когда он нанес мощный удар по земле. Кровавый массив Синха содрогнулся вместе со всей подземной пещерой, но смог выдержать силу его удара. Ду Циньян явно не удивился, увидев это. При создании массива он учитывал возможность нападения во время ритуала, поэтому сделал его чрезвычайно устойчивым, настолько, что даже он не смог бы разрушить его одним ударом. Он и подумать не мог, что его тщательно продуманный план обернется против него самого. От удара Ду Циньяна он взлетел в воздух и, находясь в полете, нанес еще один удар, чтобы разорвать свою связь с массивом. Изо рта у него хлынула кровь, грудь сильно ввалилась, но он, наконец, смог вырваться из-под контроля массива. После его побега капитанам пришлось в одиночку сдерживать всю ярость отряда, и они тут же взорвались один за другим, издавая душераздирающие вопли. Ду Циньяну потребовалось мгновение, чтобы прийти в себя, затем он с яростным выражением лица повернулся к Чэнь Яну и бросился на него, не обращая внимания на собственные раны. Чэнь Ян, пришло время заплатить за это жизнью. На лице Чэнь Яна появилась холодная усмешка, и он презрительно бросил: «На данный момент ты не более чем отработанный материал». Несмотря на насмешливое выражение лица, он не осмеливался относиться к Ду Циньяну легкомысленно, даже в своем ужасном состоянии. Его глубокие акупунктурные точки вспыхнули, когда он ударил обоими кулаками. Внезапно из алого кокона донесся протяжный крик, и вся сила, заключенная в массиве Синха, начала стремительно вливаться в тело Хань Ли. В то же время его тело начало быстро раздуваться, превращаясь в огромный кровавый шар, а на коже появилось еще больше трещин. Однако, кроме Дао Ссе, никто не заметил слабый зеленый огонек, появившийся в животе Хань Ли. Когда потоки звездной силы хлынули в его тело, небесная бутылка мгновенно пришел в действие, поглощая звездную силу. В результате в его теле осталась только сила родословной Ду Циньяна и капитанов. Хань Ли уже был на грани потери сознания, но благодаря флакону нагрузка на его тело значительно снизилась, что позволило ему сохранить сознание. Он тут же со всей силы применил свое искусство вознесения в форме крыла, быстро поглощая бушующую в его теле силу родословной и звездную силу. После того, как звездная сила прошла через сосуд, она стала довольно послушной и легко усваиваемой. Что касается силы родословной, то по большей части это были истинные духовные родословные Хань Ли, поэтому, хотя усваивать их было гораздо сложнее, чем звездную силу, с ними все же можно было справиться. По мере того, как эти две вспышки силы начали интегрироваться в его тело, оно стало медленно сжиматься. В то же время к нижней части его тела начали устремляться потоки звездной энергии, и внезапно на его левой ноге с глухим стуком открылась глубокая акупунктурная.
Сразу после этого он нанес еще один сильный удар в акупунктурную точку на правой ноге, а затем еще 2 сильных удара в акупунктурные точки на ногах. Внезапно он достиг полного мастерства в искусстве восхождения в форме крыла, открыв все 18 глубоких акупунктурных точек этого искусства. При виде этого в глазах Даоса 7 мелькнуло недоверие. Открытие последовательных глубоких акупунктурных точек должно было стать отличной новостью для Хань Ли, но в данной конкретной ситуации это был очень неприятный поворот событий. Теперь, когда он в совершенстве овладел как искусством вознесения крылатой формы, так и искусством истока Великой Вселенной, ему больше не нужно было открывать глубокие акупунктурные точки. Оставшаяся звездная сила и сила родословной все еще бушевали в его теле, и, что еще больше усугубляло его положение, 2 типа силы в массиве крови Синха еще не исчерпали себя полностью, так что в его тело поступало все больше и больше энергии, и он не знал, сможет ли выдержать такой огромный приток сил. На другом конце зала более 130 глубоких акупунктурных точек на теле Чэнь Яна загорелись, но он по-прежнему уступал Ду Циньяну, а на его костяных доспехах появились большие трещины. Однако Ду Циньяну это тоже не доставляло удовольствия. Его раны были очень серьезными, и ему приходилось подавлять их. Если бы он не мог контролировать эти раны, его состояние могло бы резко и быстро ухудшиться, что привело бы к катастрофическим последствиям. Все важные акупунктурные точки на руке Ду Циньяна загорелись, и он ударил кулаком по скрещенным рукам Чэнь Яна, отчего раздался громкий треск. Обе руки Чэнь Яна были мгновенно сломаны, и он отлетел назад, кувыркаясь по земле, как тряпичная кукла, прежде чем силой врезаться в стену пещеры. Когда он упал на землю, его вырвало большим количеством крови. Вместо того, чтобы воспользоваться своим преимуществом, Ду Циньян остался стоять на месте, подавляя боль от собственных ран, и холодно произнес: «Мне всегда казалось, что в тебе есть бунтарская жилка, но я не думал, что ты осмелишься предать меня. Возможно, ты все это время скрывал свою истинную силу, но это не спасет тебя от неминуемой смерти. Жив я или мертв, теперь не от тебя зависит». Усмехнулся Чэнь Ян, вытирая кровь с губ. Глава 884. Месть. «Хватит блефовать», — взревел Ду Циньян, ударив ногой по земле. Все акупунктурные точки на его ногах одновременно вспыхнули, после чего он резко исчез с того места, словно телепортировался. В следующее мгновение Чэнь Ян почувствовал, как у него над ухом пронесся порыв сильного ветра, а соединенные средний и указательный пальцы Ду Циньяна устремились прямо к его виску, словно острый кинжал. У Чэнь Яна не было времени ни на что, кроме инстинктивного уклонения в сторону, но Ду Циньян явно не собирался так просто его отпускать. Он сменил направление и продолжил преследовать Чэнь Яна, при этом на каждом из его пальцев появилась глубокая акупунктурная, еще больше усилившая их мощь. Как раз в тот момент, когда казалось, что судьба Чэнь Яна предрешена, раздался оглушительный грохот, и каменная дверь подземной пещеры с силой распахнулась. В комнату влетела желтая фигура и врезалась в Ду Циньяна. Раздался глухой удар, и Ду Циньян отлетел на 1000 футов назад, врезавшись в скалу на другой стороне зала, а затем рухнул на землю. Он с трудом поднялся на ноги и, наконец, больше не мог сдерживать кровотечение, которое хлынуло изо рта на землю. Он схватился рукой за раненую грудь и, отступив на несколько шагов, смог удержаться на ногах, только прислонившись к каменной стене позади себя. Однако его ноги все еще бесконтрольно дрожали, и казалось, что он вот-вот упадет. При виде желтой фигуры, только что влетевшей в комнату, в его глазах мелькнуло недоумение, и он воскликнул: «Гоу Цинсюнь, зачем ты это делаешь?» Действительно, желтая фигура оказалась никем иным, как Гоу Цинсюнь. В ее глазах читалась ледяная ярость, когда она посмотрела на Ду Циньяна и холодным голосом произнесла: «Зачем я это делаю? Я ждала этого дня 30 000 лет». 30 000 лет? «Кто ты такая?» — холодно спросил Ду Циньян. «Похоже, у тебя не очень хорошая память, так что позволь мне напомнить. Ты еще помнишь ту женщину, которую тайно похитил из города глубин много лет назад?» — спросила Гоу Цинсюнь. На лице Ду Циньяна появилось понимание, и он пробормотал: «Глубокий крайний город». «Неужели? Все эти годы назад ты использовал тот же массив крови Синха в том же самом месте, чтобы высосать ее истинную духовную родословную?» В конце концов ее тело взорвалось, и она даже не смогла умереть с неповрежденным телом, сказала Гоу Цинсюнь, и ее губы задрожали от ярости. «Янь Хуньюй, какое ты имеешь к ней отношение?» — спросил Ду Циньян. «Заткнись. Такой жалкий негодяй, как ты, не имеет права произносить имя моей матери», — в ярости выкрикнула Гоу Цинсюнь. «Понятно, значит, она была твоей матерью. Неудивительно, что ты пришла в мой город Зеленой Козы более 6000 лет назад и попросила принять тебя на арену. Ты все это время что-то замышляла, не так ли? Твое терпение поистине достойно восхищения». Усмехнулся Ду Циньян.
Даже если бы мне пришлось ждать еще 30 тысяч лет, оно того стоило бы. Твой подчиненный уже предал тебя, и, наконец-то, ты получишь заслуженное возмездие», праведно заявила Гоу Цинсюнь. Ду Циньян взглянул на Чэнь Яна, затем снова перевел взгляд на Гоу Цинсюня и спросил: «Ты ведь тоже причастна к смерти Хуби, верно?» Гоу Цинсюнь ничего не ответила, лишь продолжала сверлить Ду Циньяна холодным взглядом. Ду Циньян выплюнул полный рот вязкой крови, а затем холодно фыркнул: «Раз ты так привязана к своей матери, я отправлю тебя в загробный мир, чтобы ты воссоединилась с ней, используя силу ее родословной». Ду Циньян закрыл глаза и, сжав руки в кулаки, издал оглушительный рев. Сразу после этого на его теле появился слой крошечных радужных чешуек, плотно прилегающих друг к другу и излучающих волшебное сияние в свете пламени в соседних жаровнях. Дао Се приподнял бровь, увидев, как преобразился Ду Циньян, и пробормотал себе под нос: «Это же родословная радужного змея иллюзорной чешуи». Какое редкое зрелище! При виде этого выражения лица Гоу Цинсюнь стало еще более мрачным, а ее ярость только усилилась. «Ах ты, ублюдок!» — взревела она в ярости, и на ее ногах вспыхнули точки акупунктуры. Она слегка наклонилась вперед и набросилась на Ду Циньяна, как хищная пантера. Когда они поравнялись, Гоу Цинсюнь вытянула руку, сложив пальцы вместе, и вонзила их в горло Ду Циньяну, словно острый кинжал. Было неясно, то ли Ду Циньян был слишком тяжело ранен, чтобы уклониться от атаки, то ли он вообще не собирался уклоняться, но он принял удар на свое уязвимое горло. Раздался громкий стук, но в тот момент, когда произошло столкновение, горло Ду Циньяна озарил слабый радужный свет. Сразу после этого его горло слегка сжалось, а затем выпятилось, как пружина, придавая силу удара Гоу Цинсюня в ее собственную грудь. В тот момент его тело словно превратилось в бескостную змею, и каждая его мышца начала вибрировать с одинаковой частотой, придавая силу удара в землю, в то время как его собственное тело оставалось совершенно невредимым. В мгновение ока он оправился от, казалось бы, смертельного удара. В то же время Ду Циньян взмахнул рукой и ударил Гоу Цинсюня ладонью по лицу. Увидев это, Гоу Цинсюнь отступила на шаг в сторону, а затем в ответ ударила его кулаком. На ее руке загорелась цепочка акупунктурных точек, высвободив невероятную силу, которая мгновенно разорвала рукав, обнажив часть ее изящной руки. Несмотря на то, что рука казалась хрупкой, мышцы на ней были четко очерчены, что придавало ей вид конечности, обладающей огромной взрывной силой. Ее кулак с оглушительным грохотом врезался в ладонь Ду Циньяна, вызвав мощные ударные волны, распространившиеся во всех направлениях. Извилистое тело Ду Циньяна снова передало силу удара в землю, но он все равно был вынужден отступить и остановился, только ударив ногой по каменной стене позади себя. Что касается Гоу Цинсюнь, то она отлетела назад и силой врезалась в склон горы с другой стороны. Большая часть склона горы мгновенно обрушилась, похоронив ее под грудой раздробленных камней. При виде этого Чэнь Ян заметно помрачнел. Он думал, что Ду Циньян будет в ужасном состоянии после того, как на него подействует кровавый массив Синха, но, похоже, он был еще полон сил. «Чэнь Ян, я всегда хорошо к тебе относился, но ты отверг мою доброту. Теперь твоя очередь», — сказал Ду Циньян, повернувшись к Чэнь Яну с холодной усмешкой. Пока он говорил, вокруг его глаз начали появляться темно-красные линии, придавая его и без того отвратительному лицу еще более зловещий вид. Как только его голос затих, он с невероятной силой бросился вперед, протягивая руку, чтобы схватить Чэнь Яна за грудь. Чэнь Ян едва успел уклониться от удара, но на костяной броне перед его грудью все равно осталось несколько глубоких следов от пальцев Ду Циньяна. Не успел Чэнь Ян перевести дух, как тело Ду Циньяна внезапно начало удлиняться, а затем змеевидный хвост обвился вокруг его туловища, сжимая его с огромной силой. Чэнь Ян крепко сжал кулаки и издал оглушительный рев. Все его акупунктурные точки загорелись, и из его тела вырвалась мощная волна энергии, пытаясь отбросить Ду Циньяна. Однако тело Ду Циньяна лишь слегка расслабилось, а затем снова крепко сжалось вокруг него. В то же время он открыл рот, что казалось невозможным, и, словно настоящая змея, откусил голову Чэнь Яну. Чэнь Ян сопротивлялся изо всех сил, но безуспешно. Он смог лишь поднять руку и изо всех сил ударить Ду Циньяна по голове. Как раз в тот момент, когда пасть Ду Циньяна уже собиралась сомкнуться на Чэнь Яне, из-под груды разбитых камней у подножия противоположной горы внезапно вырвался луч яркого белого света, и оттуда вылетела Гоу Цинсюнь, разбрасывая во все стороны обломки камней. В то же время она сняла с талии белый костяной пояс и ударила им Ду Циньяна. К концу костяного пояса был прикреплен кусок треугольной кости, который ударил Ду Циньяна по лицу, рассыпав вокруг темно-красные искры. Однако этот удар не причинил Ду Циньяну никаких повреждений. Он лишь слегка отклонил голову в сторону, и вместо головы Чэнь Яна вцепился в его плечо.
При виде этого Гоу Цинсюнь слегка помрачнела, но продолжила наступать на Ду Циньяна, а кости, из которых был сделан ее пояс, быстро сжались, превратившись в костяной меч длиной около 4 футов. Все важные акупунктурные точки на ее теле загорелись, а мышцы на руках напряглись, когда она несколько раз развернулась в воздухе, чтобы набрать огромную скорость, а затем со всей силы вонзила меч в голову Ду Циньяна. Меч ударил Ду Циньяна в висок, и кровь тут же брызнула во все стороны. Меч сумел пронзить его кожу и часть черепа, но не смог отрубить ему голову. Вместо этого он вонзился в его скулу. При виде этого в сердце Гоу Цинсюня всколыхнулось чувство бессилия. Она вложила в эту атаку все силы, но Ду Циньян все еще стоял на ногах. Глава 885. Разные цели. Видишь, какой могущественной стала родословная твоей матери, малышка? Жаль, что ты не смогла ее унаследовать. Иначе я бы не прочь был оставить тебя в живых еще ненадолго, чтобы высосать родословную и из твоего тела. Усмехнулся Ду Циньян, подняв голову с плеча Чэнь Яна. В этот момент в глазах Чэнь Яна вспыхнула ярость, и он резко поднял правую руку, а затем вонзил ее в тело Ду Циньяна, словно острый кинжал. Все 2 дюжины или около того глубоких акупунктурных точек на его руках сияли, как солнце, и испускали волны обжигающего тепла. Раздался глухой удар, когда кожа на животе Ду Циньяна лопнула, но, как и в случае с костяным мечом Гоу Цинсюня, правая рука Чэнь Яна смогла лишь слегка вонзиться в тело Ду Циньяна, после чего остановилась. Ду Циньян взглянул на рану у себя на животе и холодно хмыкнул. «Ты и правда не понимаешь, когда нужно сдаться, да?» Однако в этот самый момент раздался оглушительный взрыв. Чэнь Ян взорвал собственную правую руку, пробив в теле Ду Циньяна большую дыру. Ду Циньян издал мучительный рев, и изо рта у него хлынула кровь, но он все равно снова набросился на Чэнь Яна с яростным выражением лица. Казалось, он больше не мог сдерживать внутренние повреждения, и радужная чешуя на его теле мерцала, словно могла исчезнуть в любой момент. На лице Чэнь Яна отразилась паника, и все, что он мог сделать, это поднять оставшуюся левую руку в тщетной попытке защититься. Внезапно откуда-то издалека появилась размытая фигура, и около 20 глубоких акупунктурных точек на ее руках вспыхнули, когда она ударила кулаками по костяному мечу Гоу Цинсюня, который все еще был вонзен в лицо Ду Циньяна. От силы удара руки Гоу Цинсюнь мгновенно онемели, костяной меч выскользнул из ее рук, а сама она отлетела назад. Этого дополнительного толчка было достаточно, чтобы костяной меч разрубил череп Ду Циньяна до основания, и его голова скатилась с плеч, глухо ударившись о землю. Сразу после этого костяной меч вонзился в его дантянь, чтобы уничтожить зарождающуюся внутри душу. Чэнь Ян застыл на месте с потрясенным выражением лица. Вся верхняя часть его тела была залита кровью, но он продолжал стоять как вкопанный, подняв левую руку над головой. Все это произошло слишком внезапно, и Гоу Цинсюнь тоже была ошеломлена увиденным. После недолгого оцепенения она повернулась к фигуре и увидела, что это был никто иной, как Ли Фэюй, человек, о котором все уже забыли и которого считали погибшим. Что еще больше поразило ее, так это то, что на его теле в данный момент было 72 активные акупунктурные точки. Помимо 54 глубоких акупунктурных точек, которые он развил с помощью своих искусств, искусства происхождения Великого Небесного Цикла и искусства вознесения крылатой формы, на его руках появились 18 новых глубоких акупунктурных точек. Когда Гоу Цинсюнь присмотрелась к расположению глубоких акупунктурных точек на руках Хань Ли, на ее лице появилось недоверие, и она воскликнула: «Это же глубокие акупунктурные точки искусства Титана Ваджры. Как такое возможно?» Они совсем недавно обменялись техниками совершенствования, так как же он мог уже овладеть техникой Ваджра Титана? Может быть, это благодаря кровавому строю Синха? На лице Гоу Цинсюнь появилось нерешительное выражение, и она не знала, как поступить дальше. Тем временем Чэнь Ян наконец пришел в себя. Ду Циньян был уже мертв, поэтому он, естественно, больше не мог сдерживать Чэнь Яна. Как только Чэнь Ян поднялся на ноги, обезглавленное тело Ду Циньяна рухнуло на землю. Все трое переглянулись, и повисла напряженная тишина, никто не решался пошевелиться. Каким-то образом, при крайне маловероятных обстоятельствах, они объединились, чтобы убить Ду Циньяна. Мгновение спустя Хань Ли сделал первый шаг, отступив на шаг назад, чтобы немного отдалиться от них, и сказал: «Если это возможно, я бы хотел избежать сражения с вами двумя». Чэнь Ян и Гоу Цинсюнь тоже отступили на шаг с опаской на лицах, и последняя сказала: «Я думаю так же, как и вы, брат Даосли. Хотели мы того или нет, но мы выжили только потому, что действовали сообща, так что давайте положим конец этому кровопролитию», — сказал Чэнь Ян, натянув на лицо улыбку. После этого он достал шкатулку из черного камня, вытряхнул из нее алую пилюлю и проглотил ее. Из его правого плеча тут же вырвался луч белого света, и в его лучах начали быстро восстанавливаться бесчисленные мышечные волокна.
В мгновение эко у него появилась совершенно новая рука, но она все еще выглядела слабой и нежной. Затем Чэнь Ян достал кусок шкуры животного, чтобы обмотать им свою новую руку, а Хань Ли вытер кровь с лица и спросил: «Кто-нибудь может объяснить мне, что здесь произошло?» «Разве это не очевидно, брат Даосли?» «Капитан Чэнь Ян». «Нет, мы с городским лордом Чэнь Яном вместе задумали этот план против Ду Циньяна, но в конце концов мы бы не справились без тебя, брат Даосли», — ответила Гоу Цинсюнь с улыбкой. «Значит ли это, что вы оба оставили мне пузырек с красной жидкостью?» — спросил Хань Ли. К этому моменту ситуация стала предельно ясной для Хань Ли. Гоу Цинсюнь жаждала мести, а Чэнь Ян — должности градоначальника, поэтому они объединились, чтобы устранить Ду Циньяна. По счастливой случайности Хань Ли оказался втянут в их заговор и поглотил звездную силу и силу родословной Ду Циньяна и капитанов, тем самым значительно усилив свои физические способности. Это действительно была я, но не волнуйтесь, это был всего лишь флакон с кровью чешуйчатой крысы дикой крови, и его единственное действие заключается в том, что он делает родословную более агрессивной. Кроме этого, у него нет никаких негативных последствий. Извиняющимся тоном сказала Гоу Цинсюнь. Никаких негативных последствий. Так ли это? Спросил Хань Ли, явно сомневаясь. Если ты настаиваешь на том, чтобы обвинять в этом меня, то я ничем не могу оправдать свои действия. На самом деле я заставила тебя выпить эту кровь, чтобы это вызвало негативную реакцию у Ду Циньяна, и я никогда не задумывалась о том, что с тобой будет. Откровенно призналась Гоу Цинсюнь. Я должен извиниться перед вами, брат Даосли, сказал Чэнь Ян, почтительно поклонившись. Если бы я не пригласил вас в город Зеленой Козы, Ду Циньян никогда бы не нацелился на вас из-за вашей истинной духовной родословной, и вы бы не оказались втянуты в эту историю. Все в порядке. Сейчас нет смысла обсуждать такие вещи, ответил Хань Ли с легкой улыбкой. Конечно, он совсем не верил Чэнь Яну и Гоу Цинсюню. Однако в то время они считали его всего лишь пешкой, поэтому у них не было причин беспокоиться о его благополучии. Что касается того, почему их отношение к нему внезапно изменилось, то это произошло только потому, что они не могли постичь его истинную силу и поэтому относились к нему настороженно. «Твое великодушие поистине достойно восхищения, брат Ли», — сказал Гоу Цинсюнь с улыбкой. «Теперь, когда ваш план успешно реализован, мне незачем здесь оставаться, так что я ухожу», — сказал Хань Ли, сжав кулак в прощальном жесте. В тот момент над его головой все еще нависала угроза в виде черной скорбящей сороконожки, поэтому ему нужно было как можно скорее найти камень черной скорби. «Подожди секунду, брат Ли». Несмотря на то, что Ду Циньян и его самые доверенные капитаны мертвы, у него осталось много подчиненных, и если мы не сможем полностью их контролировать, то можем оказаться в опасности. Моя правая рука, скорее всего, будет недееспособна в ближайшем будущем, поэтому у меня к тебе просьба. Поспешно сказал Чэнь Ян. «Ты хочешь, чтобы я помог тебе укрепить твои позиции в качестве правителя города?» — спросил Хань Ли. «Все верно. Только сейчас я понял, насколько ты силен, собрат Даосли. Поэтому я хотел бы пригласить тебя в мой союз с собратом Даосом Гоу. Как только мы вместе захватим город Зеленой Козы, нам не только не придется беспокоиться о своей безопасности, но и появится стабильный источник ядер зверей для нашего будущего развития», — ответил Чэнь Ян, кивнув. Хань Ли на мгновение задумался над предложением, а затем сказал: «Я могу помочь тебе, но у меня есть два условия, которые ты должен принять. В противном случае наше обсуждение может на этом закончиться». Услышав это, Чэнь Ян слегка нахмурился, но все же подтолкнул его к продолжению. «Продолжай, брат Даосли. Сороконожку черной скорби в моем теле нужно уничтожить, а кроме того, ты должен освободить Шикуна и Даоса Се», — сказал Хань Ли. «Я хочу помочь тебе, брат Даосли, но проблема в том, что эти многоножки черной скорби были лично выведены Ду Циньяном, поэтому я не знаю, как от них избавиться. При этом у Ду Циньяна всегда было очень хорошо охраняемое тайное хранилище. Возможно, там есть что-то, что поможет тебе избавиться от многоножки черной скорби в твоем теле», — сказал Чэнь Ян. «Хорошо, тогда давай сходим и посмотрим, что там в хранилище», — кивнул Хань Ли. Что касается собрата Даоса Шикуна, то по какой-то причине Ду Циньян отправил его в глубинный город вскоре после того, как вы трое прибыли сюда, и с тех пор я ничего о нем не слышал. Что касается Даоса Се, то все это время я использовал его только как слугу, и я бы сказал, что мы вполне гармонично сосуществовали. Если он захочет вернуться к тебе, я, естественно, не буду возражать», — сказал Чэнь Ян, переведя взгляд на Даоса Се. Хань Ли тоже повернулся к Даосу Се, но тот стоял неподвижно, как будто даже не слышал разговора, который шел прямо рядом с ним. При виде этого у Хань Ли слегка упало сердце, но он ничего не сказал, и между всеми повисла довольно напряженная и неловкая тишина. В
конце концов, молчание нарушила Гоу Цинсюнь. «Давай обсудим это в другой раз. Может, сначала сходим в это секретное хранилище, чтобы найти способ устранить угрозу, исходящую от черной скорбящей сороконожки. Я могу отвезти нас туда, но сначала давайте приведем в порядок это место и самих себя», — сказал Чэнь Ян, окинув взглядом окрестности. Друзья, эти главы — настоящий триумф вопреки всему. Попытка лорда Ду Циньяна превратить Хань Ли в алхимический ингредиент обернулась крахом всей его империи. Благодаря саботажу Чэнь Яна и защитным свойствам небесной бутылки, смертельная ловушка стала для героя инкубатором невероятной мощи. Хань Ли не просто выжил, а впитал колоссальные объемы энергии, открыв 72 акупунктурные точки и достигнув пика физической закалки. Его вмешательство в решающий бой позволило заговорщикам покончить с лордом, полностью перекроив карту власти в городе. Теперь, скованные страхом перед возросшей силой Хань Ли, бывшие враги вынуждены идти на его условия, направляясь к тайному хранилищу. Однако в этом хрупком союзе, основанном на предательстве, самым тревожным фактором остается зловещее молчание Даоса Се, которое может предвещать новую, еще более изощренную угрозу. Готовлю продолжение.